Вы просили меня снять видео, как я еду на выезд к клиенту, точнее, что я с собой беру, какие стайлинги, инструменты и другие средства. Так вот, завтра с утра у меня выезд к невесте домой, поэтому давайте вместе со мной запакуем мою сумку. Всегда первым отправляется фен, потому что я его использую для подготовки волос, а также если волосы у клиентки все-таки мокрые. Например, кудрявые волосы нужно выпрямить. Я это делаю при помощи фена и брашинга, но никак не при помощи утюжка, потому что он более вредит волосам, и после него остаются они такие, как будто бы уже сальные. То есть после выпрямления утюжком делать прическу это уже не совсем то. Фен добавляет воздуха всегда. Утюжок у меня вот такой, с титановым покрытием, зеркальный титан от Babyliss, я его просто обожаю. Это лучший утюжок, который я когда-либо пробовала, и обязательно я беру с ним чехол, чтобы он у меня при перевозке не поцарапался. А также вот здесь, смотрите, фольга такая, термозащитный чехол. Особенно, когда ты уже сделала прическу на выезде, тебе нужно быстренько собраться, и горячий инструмент кладешь в этот чехол, и можно убирать в сумку. Из плоек я беру с собой диаметр 32 мм от Babyliss, потому что утюжок ориентировочно диаметром 25. Если мне нужно будет сделать что-то небрежное, то я смогу завить локоны утюжком. А такой диаметр 32 отлично подходит для сборки причесок или крупных волн. А также беру обязательно расчески, это брашинг и скелетка вот такая, для постановки хохолка при локонах и прическах. Что у меня из рабочих расчесок? Это обязательно два хвостика, на случай, если один упадет, да, с пола не подбираем, берем другой. Вот, и черная, посмотрите, расческа такая, вилка. Я использую только с одной стороны, вот, именно вилочкой. Можно очень хорошо почистить прическу, какую-то текстуру и еще где-то, чтобы не развалить прядки, которые вы уже положили красиво. Далее у меня пенка Superstar, это как бы пенка спрей, она и уплотняет волосы по длине, и также на нее можно ставить гребешок, хохолок, как я его называю, тот, который в локонах и в волнах. Обязательно сухой лак. У меня это Шварцкоп голубой. Кто подписан на мой инстаграм, знает, что я его обожаю. У меня там рубрика «Пустые баночки». Он быстро кончается, я его, конечно, покупаю прям партиями. Следующее, сухой шампунь Батист. Тоже обожаю, очень бюджетный. Стоит примерно 300 рублей и освежает. Спрей-воск с пудровой основой от Oasis Plus. Он мне нравится тем, что там 3 в одном, и блеск, и пудра, и сам воск. Есть еще вот такой воск от Кионе, и я возьму с собой на выезд скорее его, чем тот красненький, потому что здесь чисто блеск, а если мне нужна будет грубость, то я просто добавлю пудры в прическу. И вот мы плавно переходим к пудре. Я обожаю вот эти вот две от Estelle и Oasis. Вот смотрите, вот это с дозатором Oasis. Очень удобно распределять точечно, прям конкретно куда нужно. А вот эта пудра, она больше как соль, как присыпка. Тоже удобная в некоторых моментах. Недавно делала обзор, статью на Яндекс.Дзен про пудры. Самое главное, они хорошие, просто главное их не нюхать. Вот такой дорожный вариант спрея, блеска для волос. Знаете для чего он? Он очень хорошо оттеняет цвета какие-то, например, блондинок, либо брюнеток. И еще лак сильной фиксации. Он такой, знаете, жиденький, такой мокрый спрей. Я его использую вместо черного лака Schwarzkopf Silhouette. Мне очень нравится вот именно этот от Tigi. В последнее время я пользуюсь в большей части только им. Гребень с широким зубом. Он нужен для того, чтобы прочесывать, например, голливудскую волну или еще какие-то локоны. Для того, чтобы прическа, точнее сами локоны, не вычесать прям до нуля, чтобы они не выпрямились за счет широкого зуба. Солевой спрей тоже с собой беру на всякий случай для проработки, подготовки волос, либо для создания небрежных локонов.
Следующее это, конечно, зажимы, чтобы отделять прядки, убирать лишние волосы. Смотрите, это как крокодильчик. Вот здесь очень хорошо, что можно заколоть практически любой объем волос. Даже если волосы густые, именно зажимы такой формы держат очень крепко. И, честно говоря, другие зажимы я даже не воспринимаю. Пластмассовые, которые без этого крокодильчика. Сглаживающий крем от TJ Автопати. Также его можно использовать как жидкий воск, кремообразный точнее, и термозащита по длине волос. Смотрите, спрашивали, как я храню шпильки-невидимки, вот конкретно на валике. И спицы мне тоже нужны в прическе, я их использую для поддержки какой-то текстуры, либо для локонов, которые, вот знаете, вот эти 3D локоны, вот для них спицы очень хорошо подходят как поддержка. Вы посмотрите на мой большой валик, мне очень удобно хранить шпильки-невидимки именно так. Здесь у меня резинки, маленькие зажимы, уточки их еще называют, отдельно. Смотрите, вот эта зона для шпилек, зона для невидимок. Невидимки также у меня двух типов. Даже, да, двух типов, одни тугие, другие нет. И шпильки тоже два типа, вот эти высокие и средней длины. Там еще маленькие резиночки. Все уплотняю, чтобы они у меня не упали при дороге, при движении. И ставлю также в сумку. Еще для прически мне потребуется, скорее всего, валик. Если это будет какой-то объемный пучок, например, то нужно взять. На всякий случай беру два, а то мало ли, беру еще коврик. Вот раньше частенько на выезды я забывала брать с собой термостойкий коврик, но поняла, что без него все-таки сложно, потому что бывает, что тебе дают на выезде табуретку с мягким верхом, а ты, считай, положишь и там все сгорит, поэтому коврик обязательно. И удлинитель тоже беру с собой, потому что не всегда бывает дома удлинитель и доступ к розетке. На выезд я стараюсь брать только самое необходимое, поверьте, это минимальный кейс, потому что очень много стайлингов еще остались здесь, в салоне, в помощнике. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу инструментов или других стайлингов, почему я не взяла то или иное средство, то пишите в комментариях, я с радостью с вами поделюсь и отвечу, почему так. И мне было бы очень интересно узнать, какое средство у вас номер один, без чего вы точно не поедете на выезд.